Нет, это поможет нам Бог. Ракеты были запущены. Баю, баюшки, баю, и укусит за бочок. Пускайтесь в метро. Пускайтесь в метро. Написан закон Божий, и говорил Господь со мной, и сказал, что чаша грехов переполнена. Открыть дверь! Закрыть! Назад! Ребята, прошу вас. Закрыть дверь! Всех приветствую, ребят. Сегодня бы хотел поговорить про Украину, то, что происходит на Украине, то, что ДНР и ЛНР, то, что российские войска туда входят. Но речь сейчас идет не об этом. Речь пройдет про Третью мировую войну. Будет ли Третья мировая война? Я, безусловно, уверен, что будет, но этого бы не хотелось, да. Этого бы не хотелось. Но, как бы сказать, чисто мое сугубо мнение, то что, в принципе, да, НАТО, и в том числе США, они боятся напасть на Россию из-за ядерного оружия. Да. Из-за Китая. То, что Китай может с Россией объединиться и ударить по США. Ударить по США. То, что на Украине происходит геноцид, это налицо. Налицо. Вот я сейчас полностью выступаю за Владимира Владимировича. Я полностью президента поддерживаю. То, что он ввел войска. С одной стороны, могут люди сказать, то, что погибнут солдаты. Да, я это прекрасно все понимаю. Я это прекрасно все осознаю. То, что американцы заблокировали банки олигархов, это большой плюс. Вот чисто вот это американцы молодцы. То, что заблокировали банки олигархов, где хранятся ихние деньги. Ихние деньги, да. Ребят, это очень большой плюс. Так бы я сказал. Чисто мое сугубо мнение.
Америка именно войны с Россией не хочет из-за ядерного оружия. Но, подчеркиваю, но война будет сначала в мелких масштабах, в мелких масштабах, да, а потом она может произойти в крупной, потому что Путин, он планирует захватить всю Украину. Это 2 города, которые он поддерживает, да, Донецк, там, Луганск. Это только начало. Он пойдет дальше, Путин пойдет дальше, он оставит ход в истории. Может, кто Путиным и недоволен, многие граждане, но я скажу одну вещь. Путин очень много сделал для армии. Он поднял армию, какая была армия времен СССР и какая армия стала сейчас. Это его заслуга. Его заслуга. Может кто-то на него гнать, но я на него гнать не буду. Я лично за Путина. Хотя я раньше против был. Почему? Потому что он поднял армию. Армия — это в первую очередь приоритет страны. Приоритет страны. Ребят, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Стримы я сейчас не провожу, потому что мало зрителей. Можете посмотреть мои прошлые ролики, где я проводил прямые трансляции. Очень мало зрителей, поэтому я сейчас стримы не провожу. Еще раз говорю, Третья мировая война обязательно будет, хотя этого не хотелось. Будет со звуком сирены в Москве, да, хотя у нас есть специальные вот эти станции защита от ракет, но все равно Москва будет уничтожена. Она будет, Третья мировая война. Хотя у нас какое оружие, но я вам гарантирую, Москва, как государство, центр России, будет полностью стерта с лица земли. Даже не помогут рэпу вот эти защиты, если НАТО, полностью все страны объединятся против России. Москва будет в первую очередь подвержена ядерному удару. Хотел бы обратиться к москвичам, кто живет в Москве. Лучше вам уехать оттуда, потому что, не дай бог, случится война. Эта война не будет наземной. Просто обменяются ударами. А поверьте, вот то, что я сейчас говорю, война обязательно случится. Я не хочу войны. Я против, я за мир. Я за мир, ребят, я за мир. Но я говорю, рано или поздно кто-то нажмет на красную кнопку. И вы, москвичи, вот я к москвичам обращаюсь сейчас, вы будете под ударом. И вас не спасут вот эти рэп, радиоэлектронной борьбы, ПВО в Москве. Может, да, они собьют ракеты, некоторые собьют. Но если НАТО объединится с США, все НАТО, и НАТО направит все свои ракеты против России, Москва не выдержит натиска. Москва падет. Я вам так скажу. А Третья мировая война уже началась. Уже началась в мелких масштабах, но она идет. Я еще раз говорю. Уезжайте с Москвы как можно дальше. Как можно дальше, да. Потому что я сам нахожусь в Якутии, Республика Саха-Якутия. Я надеюсь, нас это не коснется, потому что мы далеко. Но жители Москвы находятся в данный момент под угрозой, потому что она может начаться в любой момент. Понимаете, в Америке президент не правит. Это формальность. Там правят масоны. Масоны, еще раз говорю. Президент Америки ничего не решает. Решают масоны. Решают все масоны. Так что, ребят, если вам интересны такие ролики, пишите комментарии. Конечно, подписывайтесь на канал. Ставьте ваши лайки.
пишите особенно комментарии. Мне будет интересно ваши комментарии почитать. И если хотите поддержать канал материально, деньгами, ссылочка на донат будет в описании под видео. Я собираю на системный блок Hyper в размере 1 миллиона с чем-то рублей. Но это по желанию. Донат от 10 рублей. Еще раз говорю москвичам. Уезжайте как можно дальше с Москвы. Потому что не дай бог случится война, вы окажетесь под ударом. Ребята, я не хотел бы, конечно, войны, но она будет, поверьте. Война случится. Рано или поздно это произойдет. Это произойдет. Не хотелось бы, конечно, дорогие друзья, но это будет страшное событие. Это предсказывала Ванга. Я почему такие ролики, сейчас такой ролик записал, потому что я послушал предсказания Ванги про войну. И Третья мировая будет. Третья ядерная война будет. Но не скоро. Но она будет. И я вот поэтому говорю москвичам, чтобы они уезжали с России, с Москвы. На этом я заканчиваю, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Видео будут в таком формате. Стримы сейчас пока не провожу, потому что прямые трансляции у меня там 1-2 зрителя, никто не смотрит. Стримы не провожу. Веб-камеру записал отдельно. Это видео вы видите Arma 3 на своих экранах. Но я скажу так. То, что люди, да, вот думают, в Москве там метро, бомбоубежище. Ну, не всех пустят в метро. У вас, по сути, да, вот где вы находитесь, посмотрите в Москве, да, и посмотрите на картах, где у вас бомбоубежище находится. Пока вы соберетесь, пока вы отзвонитесь родственникам, пока вы доберетесь до этого бомбоубежища, это сколько времени пройдет? А подлет ракет, тем более гиперзвуковых, это, ребята, просто обращение к москвичам. Покидайте Московскую область. Москву, именно покидайте Москву, потому что Третья мировая война уже началась, но не дай бог, по Москве откроет ядерный удар. На этом я заканчиваю. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. И на Украине вот это Путин захватит всю Украину. Вот сейчас скажу, Путин захватит всю Украину. Это будет. Вот увидите.